Привет. Ин Чэнь Цюань наконец сбрасывает маску. Все его покровительство над зверем Синь было хладнокровным фермерством. Он выращивал паразита, чтобы подчинить самого предка Дао Лю Ци. Удар жалом, пожирающим бессмертных, бьет не в плоть, а в законы, на которых держится чужое бессмертие. Хань Ли отвечает на это единственным способом – ныряет в серебряный пруд раньше, чем враг успевает развернуть свой домен. Гарантированная боль лучше чужих законов. А Ши Чуан Кунг в этот момент сжигает не силу, он сжигает свое будущее, чтобы одним акустическим ударом снести руку Ин Чэнь Цюаню. Серебряная молния спасает Хань Ли, но такие силы не проходят сквозь тяга бесследно. И самый пугающий вопрос не выживет ли он, а кем он выйдет из этого пруда. А теперь слушаем дальше. Глава 766. Достижение средней стадии. Инь Гуа на мгновение замер, чтобы прийти в себя, а затем перевел взгляд вперед и увидел, что Ши Чуанькун сидит на земле, неудержимо дрожа. Его руки были в крови, но он все еще изо всех сил сжимал в руках серебряную лютню. Это исключительное пространственное бессмертное сокровище, которое у тебя есть. Если бы ты тоже был культиватором Зенита Небес, то я бы был тебе не ровня, жаль только, что ты всего лишь золотой бессмертный. Усмехнулся Инь Гуа. Как только его голос затих, он раскрыл ладонь, из нее во все стороны вырвались черные зловещие молнии, которые обрушились на Ши Чуанькуна. В этот момент Ши Чуанькун был полностью истощен, и у него даже не осталось достаточно бессмертной духовной силы, чтобы создать слой защитного духовного света. В этой ужасной ситуации на сцену выскочил Лис Три и встал перед Ши Чуанькуном, а позади него появились 9 толстых и сильных белых лисьих хвостов, которые взметнулись в воздух и устремились к шарам черных зловещих молний. Раздалась серия мощных взрывов, и во всех направлениях вспыхнули черные молнии. Лис Три издал мучительный крик, когда молния ударила в его лисьи хвосты, и онемение охватило все его тело, значительно затруднив циркуляцию его бессмертной духовной силы. Прежде чем он успел стряхнуть с себя оцепенение, раздался еще один раскат грома, и на него обрушилась огромная черная молния. Инь Гуа вылетел из черной молнии и с огромной силой обрушился на плечи Лиса Три. 2 черные молнии вырвались из подошв его ног и вонзились в плечи Лиса Три, мгновенно раздробив кости в обоих плечах, в то время как половина его тела погрузилась в землю от силы удара. «Тебе явно не терпится умереть, так что я отправлю тебя на тот свет прямо сейчас». Холодный взгляд Инь Гуа вспыхнул, когда он скрючил пальцы правой руки в когти, и над его ладонью начали сгущаться черные зловещие молнии. Затем он потянулся к макушке Лиса Три. В этот момент Лис Три был полностью обездвижен и погрузился в пучину отчаяния. В этот самый момент раздался раскатистый удар грома, и из грозового пруда вырвалась яркая серебристая молния, которая полетела вперед, словно серебряная стрела, заставив пространство вокруг исказиться и закрутиться. Инь Гуа тут же обратил внимание на серебристую молнию и призвал 5 черных молний размером с лонган на кончиках пальцев правой руки, прежде чем выпустить их, чтобы они столкнулись с серебристой молнией. Раздалась серия взрывов, когда одна за другой вспыхнули зловещие молнии, но дуги черных молний быстро рассеялись, в то время как серебряная стрела продолжала лететь прямо в грудь Инь Гуа, не причинив ей особого вреда. Выражение лица Инь Гуа резко изменилось, когда он увидел это, и он поспешно развернулся, чтобы защитить жизненно важные органы, но серебристая молния все равно оставила огромную рану на его левом боку, когда пронеслась мимо. Раздался оглушительный грохот, и Инь Гуа отлетел в сторону от удара молнии, сильно ударившись о ближайшую стену. Затем он недоверчиво посмотрел на большую рану в левом боку. Бесчисленные серебристые молнии продолжали сверкать над раной, пожирая губительную ци, которая медленно вытекала из его тела, постоянно проникая в него, как назойливые насекомые. Инь Гуа выбрался из стены и медленно спустился на землю, а стена позади него мгновенно разлетелась на бесчисленные осколки, которые с грохотом упали на землю. Он бросил взгляд на пруд с молниями, и ярость в его глазах постепенно угасла, сменившись привычным холодным выражением. В этот момент из грозового пруда вырвались столбы серебристых молний, и Хань Ли, паря над ними, выбрался из пруда. В этот момент большая часть его кожи была обуглена до черноты, а одежда превратилась в лохмотья. Кроме того, его тело было испещрено ярко-красными трещинами, из которых сочилась черная зловещая ци. Однако его глаза были очень яркими, а серый оттенок в них полностью исчез, что указывало на то, что в его теле почти не осталось губительной ци. К этому моменту Лис Три уже выбрался из-под земли и поспешно отступил к краю пруда с молниями вместе с Ши Чуанькуном, стиснув зубы от боли и скормив по таблетке Ши Чуанькуну и себе.
Затем он с трудом поднялся на ноги и настороженно посмотрел на Ингуа, но в то же время не мог не бросить взгляд на Хань Ли. Он почувствовал, что аура Хань Ли немного изменилась, и спросил по голосовой связи: «Как ты себя чувствуешь, брат Ли?» «Большая часть моей вредоносной ци уже очищена, а мое тело и духовные чувства также усовершенствованы. Теперь, когда я больше не обременен вредоносной ци, я чувствую себя так, словно переродился заново», — ответил Хань Ли. Однако он не сказал Лису 3 всей правды. В этот момент его аура достигла стадии половины высшего зенита, но это было не то же самое, что когда Байли Янь был на пороге стадии высшего зенита. Из-за того, что он принял ту премиальную пилюлю «Высокий зенит», его тело и разум претерпели некоторые изменения, и между ним и прудом с серебряными молниями установилась некая глубокая связь, которая позволила ему преодолеть последние препятствия. На самом деле у него было предчувствие, что, как только он вернется в царство бессмертных, он сразу же почувствует прилив изначальной ци мира, что позволит ему достичь стадии высшего зенита. Хань Ли взглянул на плачущую душу и Лю Ци, которые все еще вели ожесточенную битву с Инь Чинцуанем. Несмотря на то, что это был всего лишь духовный аватар, на него определенно не стоило смотреть свысока, и он вполне мог противостоять объединенным силам Лю Ци и плачущей души. «Если я правильно помню, ты овладел законами времени, так как же ты можешь управлять молнией в зловещем очистительном пруду?» — спросил Ингуа. Хань Ли ничего не ответил, крепко сжимая в руках пару камней бессмертного происхождения среднего класса и быстро поглощая заключенную в них бессмертную духовную силу. Вокруг него парили 9 лазурных мечей бамбуковых облаков, излучая лазурный свет и золотые молнии, а с его пояса свисала небесная тыква. Ингуа окинул взглядом трио Хань Ли и почувствовал себя довольно расстроенным. Остаточные колебания пространственной энергии, сохранявшиеся в ране на его левом плече, не ослабевали. По его оценкам, пройдет еще несколько столетий, прежде чем он сможет отрастить эту руку. Кроме того, рана на его левом боку тоже не собиралась затягиваться в ближайшее время, а остаточные серебряные молнии продолжали сеять хаос. Он думал, что сможет с легкостью одолеть этих троих, но все пошло совсем не по плану. Конечно, это можно объяснить и тем, что он еще не полностью укрепил свою базу культивирования после недавнего прорыва на стадию зенита небес, а также тем, что он ранее вызвал 5 адских духовных жуков. Однако у него, как у культиватора зенита небес, в запасе было еще несколько трюков, и он тут же пришел в движение, взмахнув единственной оставшейся у него рукой и выпустив облако черного тумана, внутри которого непрерывно потрескивали черные молнии. Несколько сотен копий, созданных из черных зловещих молний, быстро приняли форму и устремились прямо к троице Хань Ли. В ответ на это все основные точки акупунктуры Хань Ли загорелись, а на его коже появился слой золотой чешуи, и на его теле появилась броня Сюань Ву. После этого он шагнул прямо к Ингуа, не пытаясь уклониться. Перед лицом надвигающихся зловещих молний 9 лазурных мечей, парящих вокруг Хань Ли, устремились им навстречу, и раздались оглушительные взрывы, когда черные зловещие молнии и золотые божественные дьявольские молнии непрерывно взрывались. С каждым взрывом лазурный меч бамбуковых облаков замедлялся все сильнее, а исходящий от него духовный свет становился все тусклее и тусклее. У Хань Ли была очень сильная связь с его мечами, и каждый раз, когда он наносил удар мечом, его бессмертная духовная сила и внутренние органы сильно дрожали, из-за чего из уголков его губ сочилась кровь. Несмотря на это, он продолжал идти вперед без остановки. Вскоре все 9 мечей были выбиты из рук, и у Хань Ли даже не было возможности подобрать их, прежде чем новые смертоносные молнии ударили его доспехи Сюань Ву. Изо рта Хань Ли хлынула кровь, а его доспехи Сюань Ву мгновенно покрылись трещинами, словно могли рассыпаться в любой момент, но он значительно приблизился к Ингуа. Как только расстояние между ними сократилось до менее чем 1000 футов, Хань Ли использовал свою способность обратного колеса истины, пролетев сквозь промежутки между черными копьями и в мгновение оказавшись рядом с Ингуа. После этого он начал призывать свое колесо истины. Если бы он применил свое колесо истины на таком близком расстоянии, то даже движение Ингуа было бы серьезно затруднено, что дало бы Хань Ли шанс нанести сокрушительный удар. Однако прежде чем Хань Ли успел призвать свое колесо истины, на лице Ингуа появилась холодная усмешка, и вокруг Хань Ли внезапно прогремел раскатистый гром, а затем появились толстые дуги черных зловещих молний, которые обвились вокруг его конечностей и туловища, обездвижив его в воздухе. Сразу после этого Ингуа сделал хватательное движение, и шар черной молнии мгновенно превратился в черное копье в его ладони. Не теряя времени, он вонзил смертоносное молниеносное копье прямо в лоб Хань Ли, в то время как Ли Стри и Ши Чуанькун с тревогой наблюдали за происходящим. Глава 767. Зловещий домен. В тот момент, когда смертоносное копье Ингуа вот-вот должно было пронзить голову Хань Ли, пространство вокруг внезапно задрожало, и без всякого предупреждения из него появились несколько полупрозрачных цепей, которые без помех пронзили разум Ингуа, несмотря на защитный световой барьер вокруг него.
В результате Ингуа мгновенно застыл на месте, и даже выражение его лица полностью изменилось. В то же время на руках Хань Ли появилась золотая чешуя, и он, сжав кулаки, изо всех сил бросился вперед, раскинув вокруг себя дуги черных зловещих молний, но они не разорвались. Кроме того, они постоянно посылали в его тело разряды оцепенения, тем самым еще больше затрудняя его действия. Увидев это, Ли Стри на мгновение замешкался, а затем молниеносно оказался позади Ингуа и сделал хватательное движение, чтобы призвать серебряный длинный меч. Из меча вырывались потоки ци меча, когда он вонзил его в грудь Ингуа сзади, но в тот момент, когда кончик меча уже готов был пронзить тело Ингуа, зрачки Хань Ли внезапно сузились, и он поспешно крикнул «Отойди!». Услышав это, Ли Стри без колебаний отступил, и в тот же миг на его лбу появилась черная бусина, которая взорвалась, высвободив поток черного света, разорвавший духовные цепи в его сознании. Сразу после этого из его тела вырвалась устрашающая аура, и 8 зловещих молниеносных копий, похожих на паучьи лапы, без предупреждения вырвались из его спины. Если бы Ли Стри не отступил вовремя, его бы пронзили на месте. Тело Ингуа слегка содрогнулось, но он больше ничего не сделал. Казалось, что его божественное чувство все еще было немного вялым и дезориентированным после освобождения из клетки божественного чувства, и эти 8 смертоносных молниеносных паучьих копий были выпущены только из инстинкта самосохранения. В этот самый момент из глубокой небесной тыквы Хань Ли по его приказу вырвался поток зеленого света, за которым сразу же последовала огромная серебряная молния, образовавшая серебряную сеть молний, окутавшую все его тело. Он собрал эти серебряные молнии из пруда с серебряными молниями, но глубокая небесная тыква могла выдержать лишь ограниченное количество молний в смертоносном очищающем пруду. Наполнение тыквы серебряной молнией уже само по себе могло нанести вред духовной природе тыквы, поэтому Хань Ли не осмелился пытаться притянуть в тыкву золотую молнию. Серебряная сеть молний столкнулась с черной зловещей молнией, и дуги черных молний, обвившие его тело, мгновенно рассеялись, освободив его. В этот момент отступление стало невозможным, и он помчался прямо к Ингуа так быстро, как только мог. Тем временем Ингуа тоже пришел в себя и, почувствовав приближение Хань Ли, взмахнул всеми 8 своими паучьими копьями, соединив их вместе, чтобы создать шар из черной молнии размером с человеческую голову, который полетел прямо в Хань Ли. Шар из черных молний не выглядел таким уж устрашающим, но внутри него кружились десятки миниатюрных молниеносных драконов, готовых вырваться на свободу, как только шар взорвется. При виде шара молнии в сердце Хань Ли закралось дурное предчувствие, но он продолжил идти, не останавливаясь, и призвал небесную кровавую саблю лисы, прежде чем обрушить ее на Ингуа обеими руками. Его бессмертная духовная сила стремительно хлынула в саблю, и все малиновые узоры на ее поверхности мгновенно вспыхнули, создав гигантский проекционный образ сабли, который поразил шар черной молнии. На краю смертоносного очищающего пруда Ши Чуанькун уже немного пришел в себя, и в его глазах мелькнуло странное выражение, когда он сидел, скрестив ноги, и впитывал бессмертную духовную силу из пары камней бессмертного происхождения. После выхода из пруда с серебряными молниями Хань Ли явно стал значительно сильнее, и этот удар сабли уже не уступал тому, который они вместе использовали, чтобы разорвать цепь лазурных молний. Проекция сабли ударила по шару молнии, и тут же раздался оглушительный взрыв, от которого весь зал содрогнулся. Даже Ин Чин Цуань и Лю Ци обратили внимание на суматоху, в то время как плачущая душа отчаянно молилась о благополучии Хань Ли. Миниатюрные драконы молнии сопротивлялись изо всех сил, но сабля крепко держала их в своих объятиях, и лишь нескольким остаточным дугам молнии удалось проскользнуть сквозь них и ударить Хань Ли. Руки Хань Ли непрерывно дрожали, пока зловещие молнии пронзали все его тело, поднимая в воздух клубы дыма, а изо рта и ноздрей у него текла кровь. Несмотря на это, он крепко стиснул зубы и изо всех сил старался опустить саблю, постепенно преодолевая сопротивление 8 вражеских паучьих копий. В глазах Ингуа появился зловещий блеск, когда он произнес короткое заклинание, после чего в глубине его глаз внезапно появилось неясное изображение насекомого. В тот же самый момент на теле бездействующего, похожего на слизня, адского жука души в сознании Хань Ли внезапно появилась странная руна, и он снова начал двигаться. На лице Ингуа появилась холодная усмешка, когда он вытянул свою единственную оставшуюся руку, и из кончиков его пальцев вырвались 5 полос черного света, пронзив черную зловещую вспышку впереди и устремившись к Хань Ли. Хань Ли нахмурил брови и издал громкий рев, направляя свою технику совершенствования духа. Цепи божественного чувства вокруг адского жука мгновенно сжались, а еще несколько цепей пронзили его тело, надежно пригвоздив его к месту. Эти цепи излучали мощное божественное чувство, которое проявлялось в виде бесчисленных крошечных рун, и адский жук снова был обездвижен. Что касается 5 полос черного света, которые летели к голове Хань Ли, то они были рассеяны мощными духовными колебаниями, исходившими из разума Хань Ли. Невозможно. Ингуа был поражен, увидев это.
Он лучше, чем кто-либо другой, понимал, насколько опасны были адские жуки-духи, но благодаря крещению в 3 прудах с молниями божественное чувство Хань Ли усилилось настолько, что теперь он мог противостоять адскому жуку души. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он влил еще больше бессмертной духовной силы в саблю в своих руках, и шар черной молнии наконец раскололся надвое, а 8 паучьих копий тоже сломались. Небесная кровавая сабля лисы вонзилась прямо в Ингуа, разрубив его пополам от макушки до груди и живота, но 2 половины его тела остались парить в воздухе, а он презрительно усмехнулся. «Очень впечатляет, что такой культиватор среднего зенита, как ты, смог заставить меня использовать мой злой дух в качестве замены, чтобы принять этот смертельный удар, но на этом все». Сразу после этого его тело взорвалось, и во все стороны разлетелись огромные черные молнии. В то же время шар из черной молнии взорвался, и молнии дракона внутри него мгновенно ударили прямо в грудь Хань Ли. Доспехи Сюань-Ву снова покрыли его тело, но тут же разлетелись вдребезги от столкновения с молниеносными отростками дракона, и прежде чем Хань Ли успел вскрикнуть, его сабля выскользнула из рук, а тело было сильно повреждено и понеслось вниз, словно плот в бурном море. Чувство отчаяния охватило Лиса 3, когда он наблюдал за происходящим издалека, в то время как плачущая душа поспешно пыталась подбежать к Хань Ли, но была мгновенно остановлена духовным аватаром Ин Чин Цуаня. В следующее мгновение рассеянные в воздухе дуги зловещих молний слились в сферический барьер из черного света, окутавший все тело Хань Ли. Барьер из черного света был чрезвычайно плотным и практически непрозрачным, и внутри него появились невероятно толстые дуги черных молний, которые вытянули конечности Хань Ли так, что он был вынужден парить в воздухе, раскинув руки и ноги. Сразу после этого перед ним появился шар из черной зловещей молнии, принявший форму Ингуа. В твоем теле довольно много истинных духовных кровей, и твое физическое телосложение тоже исключительное. Как только я очищу тебя своей губительной молнией, этого должно быть достаточно, чтобы восполнить энергию, которую я потратил в этой битве, и, возможно, я даже смогу укрепить свою базу совершенствования для дальнейшего развития. Размышлял Ингуа, бледный от перенапряжения. Пока он говорил, его тело выросло более чем на 100 футов в высоту, и в нижней части его живота внезапно образовалась гигантская пасть, которая засосала Хань Ли в свое брюхо. «Вы должны дать отпор, господин». Он использует свои губительные владения, в отчаянии воскликнула плачущая душа, и в этот момент Ин Чин Цуань отшвырнул ее ударом, и она врезалась в стену, застряв в каменной поверхности. Через несколько секунд сферический барьер из черного света исчез, и из него появился Ингуа. Поскольку Хань Ли нигде не было видно, Ши Чуанькун внутренне вздохнул, и в его глазах мелькнуло отчаяние. Тем временем Ингуа сделал приглашающий жест, и все окружающие его зловещие молнии сошлись в его ладони. Глава 768. Позади. Ингуа взглянул на то место, где ему отрубили руку, затем повернулся к Ши Чуанькуну со зловещей ухмылкой и усмехнулся. «Мне ужасно жаль, что я заставил тебя так долго ждать». Затем он начал медленно приближаться к Ши Чуанькуну, который смотрел на него, нахмурив брови. К этому моменту он уже высвободил камни бессмертного происхождения в своих руках и сделал странный жест. Он почувствовал жгучую боль в спине, когда на его коже начала появляться запечатанная руна. Активация руны потребует чрезвычайно больших затрат, поэтому ее следует использовать только в крайнем случае, и это действительно был его последний козырь. Как раз в тот момент, когда Ши Чуанькун собрался силами, чтобы дать последний отпор, выражение лица Ингуа внезапно резко изменилось, когда из его нижней части живота раздался раскатистый грохот, за которым последовал всплеск серебристого света, яркого, как солнце. Сразу после этого вспыхнули бесчисленные серебристые молнии, оставив огромную рану в нижней части его живота, вслед за которой вырвались волны обжигающего серебристого пламени. Раздался резкий крик, и гигантский серебряный огненный ворон вылетел из живота Ингуа, затем сделал круг в воздухе и набросился на его грудь. На спине огненного ворона стоял никто иной, как Хань Ли, хотя выглядел он очень потрепанным. Все были совершенно поражены таким невероятным поворотом событий, в то время как плачущая душа с трудом выбралась из расщелины, не обращая внимания на собственные раны и пристально глядя на Хань Ли с тревожным выражением лица. Увидев это, Ин Чин Цуань заметно помрачнел, в то время как Люци смотрел на него с удивлением и радостью в глазах, причем первое значительно перевешивало второе. Раздался оглушительный грохот, когда серебряный огненный ворон врезался в грудь Ингуа, мгновенно охватив все его тело серебристым пламенем. «Что это за чертовщина?» — в ужасе закричал Ингуа, и по его телу непрерывно били зловещие молнии, но он не мог вырваться из серебристого пламени. Как и серебристые молнии из зловещего очищающего пруда, это серебристое пламя было чрезвычайно опасно для него. Без его ведома, после того, как он поглотил 3 шарика радужного огненного песка, сила пламени огненного ворона уже достигла стадии высокого зенита. Если бы Хань Ли не разбудил его раньше времени, сила его пламени могла бы достичь как минимум стадии позднего высокого зенита. Кроме того, огненный ворон сущности был естественным врагом вредоносной Ци,
и он появился из тела Инь-Гуа, поэтому его сила была особенно велика. Ши Чуанькун и Ли Стри, естественно, были в восторге от этого, в то время как выражение лица Ин Чинцуаня стало еще более мрачным, а Лю Ци задумчиво наблюдал за Хань Ли. Несмотря на отчаянное сопротивление Инь-Гуа, серебряное пламя не желало гаснуть. В этот самый момент из огня внезапно вырвалась полоса черного света, и в ней появилась миниатюрная черная фигура, которая тут же растворилась в воздухе среди вспышек молний, прежде чем Хань Ли и остальные успели вмешаться. Тем временем тело Инь-Гуа рухнуло на землю, превратившись в обугленный труп. Хань Ли спрыгнул со спины огненного ворона сущности и жестом подозвал его, чтобы собрать разбросанные по земле лазурные мечи бамбуковых облаков, но они не спешили возвращаться к нему. Увидев это, он слегка нахмурился, и только сосредоточившись на своей духовной связи с мечами, он смог едва заметно вернуть их в свое тело. После этого он также схватил небесную кровавую саблю лисы и подлетел к телу Инь-Гуа. После беглого осмотра он обнаружил на его талии значок из белой кости и снял его, прежде чем убрать в карман. Тем временем огненный ворон сущности снова превратился в миниатюрную серебряную фигурку и приземлился на плечо Хань Ли, все еще выглядя очень сонным. «С вами все в порядке, господин?» — поспешно спросила плачущая душа, подлетев к нему. «Я в порядке». «А ты?» — спросил Хань Ли. «Я в порядке. Кажется, он все еще хочет использовать меня, поэтому не стал нападать, и мои раны не очень серьезные», — ответила плачущая душа с угрюмым выражением лица. В этот момент к ним поспешно подошел Ли Стри с обеспокоенным выражением лица и сказал: «Мне жаль, что приходится беспокоить вас сразу после такой изнурительной битвы, брат Ли, но патриарху Лю Ци все еще нужна наша помощь». Хань Ли обернулся и увидел, что без помощи плачущей души ситуация полностью изменилась, и Ин Чинцуань получил явное преимущество. «Я пойду помогу ему, господин». Тут же вызвался плачущая душа. «Не торопись. Старший Лю Ци сможет продержаться какое-то время сам, так что давай воспользуемся этим временем, чтобы восстановить нашу бессмертную духовную силу, а затем разорвем третью цепь. Если мы сможем это сделать, силы старшего Лю Ци значительно возрастут, и он сможет победить Ин Чинцуаня даже без нашей помощи», — ответил Хань Ли. «Каждая последующая цепь кажется сильнее предыдущей. Ты уверен, что сможешь разорвать эту третью цепь, брат Ли?» — спросил Ли Стри, слегка нахмурив брови. «Не волнуйся, я на 70% уверен, что смогу разорвать серебряную цепь, но перед этим мне нужно восстановить как можно больше духовной бессмертной силы», — ответил Хань Ли. После этого все быстро сели, скрестив ноги, и сосредоточились на отдыхе и восстановлении сил. На месте проведения конференции. Атмосфера по-прежнему была напряженной, как никогда, и ситуация начинала становиться немного неловкой. Хуан Фу Юй слегка нахмурил брови и предложил: «Монарх региона Инь, на данный момент нет причин откладывать дело в долгий ящик, так что давайте приступим к голосованию». Однако Ин Чинцуань, похоже, вообще его не слышал. Он сидел молча с задумчивым выражением лица и играл серым кольцом на мизинце левой руки. Дворцовый мастер Хуан Фу прав, региональный монарх Инь. Все, что нужно было обсудить, уже обсуждено, так что давайте приступим к голосованию. Повторил Ся Буе чуть громче. Только тогда Ин Чинцуань внезапно пришел в себя, и на его лице появилась натянутая улыбка, когда он сказал: «Согласно расписанию конференции, еще не время голосовать, так что давайте подождем еще немного». Как только его голос затих, его правая рука внезапно нырнула обратно в рукав, как будто его ужалили, и в его глазах мелькнуло недоверие, когда он посмотрел на кольцо на левой руке, где серебряная метка вдруг начала слегка мерцать. Ему удалось скрыть эту последовательность действий, но Хуан Фу Юй заметил это. В этот момент Хуан Фу Юй начал чувствовать себя немного растерянным. Он пришел на эту конференцию с большими опасениями, думая, что адское племя замышляет что-то недоброе, но в данный момент Ин Чинцуань выглядел самым обеспокоенным из трех главных фигур на конференции, и казалось, что адское племя действительно столкнулось с большими проблемами. Ин Чинцуань уже собирался подняться на ноги, когда выражение его лица снова изменилось, и на этот раз он был настолько потрясен, что даже забыл скрыть свое изумление. Что случилось, региональный монарх Инь? Ситуация в области очищения душ изменилась? Если вам нужна помощь, я уверен, что все присутствующие региональные монархи будут рады протянуть вам руку помощи», — сказал Хуан Фу Юй с улыбкой. «В этом нет необходимости. Это внутреннее дело нашего адского племени, так что я не буду вас беспокоить. Я просто подумал о предложении, которое вы только что выдвинули», — ответил Ин Чинцуань, и выражение его лица вернулось к нормальному. Хуан Фу Юй, увидев это, приподнял бровь, а затем внезапно спросил по голосовой связи: «Цзяо-сан, наши шпионы в городе Асура нашли еще какую-нибудь информацию?» Появилась дополнительная информация, но мы до сих пор точно не знаем, что происходит.
Мне сказали только, что в районе очищения душ произошел серьезный кризис, и близлежащие 3 района были закрыты на карантин. Культиватор «Зенита небес», находящийся в районе Горького озера, Инлин, также отправился в район очищения души, но, похоже, ситуация там только усугубляется. Ответила Цзяо-сан. Судя по реакции Ин Чинцуаня, дела действительно пошли наперекосяк. Задумчиво произнес Хуан Фу Юй с легкой улыбкой. Вы рассматриваете возможность последовать предложению дворцового мастера Хуан Фу и начать голосование прямо сейчас? Спросил Сяо Буе, приподняв бровь. По-прежнему существует множество противоречивых мнений, поэтому я не думаю, что сейчас самое подходящее время для голосования. Как насчет того, чтобы временно прервать конференцию, а затем продолжить обсуждение в другой день? В конце концов, эта конференция касается будущего нашего Серого Царства, поэтому решение не должно приниматься легкомысленно. Ответил Ин Чинцуань с улыбкой. Услышав это, Сяо Буе тут же энергично замотал головой. Город Асура не является легкодоступным местом для всех нас, и многим из нас пришлось проделать очень долгий путь, чтобы добраться сюда. В свете этого было бы слишком неразумно откладывать конференцию и ожидать, что все снова проделают тот же путь в другой раз. Это никогда не входило в мои намерения, региональный монарх Сяо. В следующий раз, когда конференция возобновится, я предлагаю провести ее в вашем регионе Черной Веревки. Ответил Ин Чинцуань. Это все равно было бы слишком неудобно для всех, региональный монарх Ин. Не то чтобы мы торопились принять решение, мы могли бы просто продлить конференцию. Если мы сможем прийти к решению, которое удовлетворит большинство, я уверен, что все будут готовы подождать еще несколько дней. Сказал Хуан Фу Юй, и внезапно оказалось, что он больше не торопится. Услышав это, Ин Чинцуань слегка нахмурился, затем повернулся к Сяо Буэ и спросил: «Что ты думаешь, правитель региона Сяо?» Резкие перемены в поведении Ин Чинцуаня и Хуан Фу Юя навели Сяо Буэ на мысль о сложившейся ситуации, и он сделал вид, что на мгновение задумался, а затем дал ответ, который уже подготовил в уме. Оба предложения имеют свои достоинства, но наше Серое Царство уже очень давно расколото, и отсутствие единого мнения о том, какие действия следует предпринять против Бессмертного Царства, долгое время было источником беспокойства и разногласий. Меня беспокоит то, что если мы будем продолжать откладывать дела на потом, то наше Серое Царство будет становиться все более раздробленным и разобщенным, вплоть до того, что ситуация может стать невыносимой. Поэтому я думаю, что нам следует принять решение прямо сейчас, а не откладывать его на потом. Глава 769. Отсрочка голосования. Монарх региона Сяо, боюсь, что наш адский регион не может поддержать позицию региона Сансары. У нашего адского региона нет проблем с отражением вторжений из Бессмертного Царства, но создание прохода между нашими двумя мирами для нападения на Бессмертное Царство — это слишком. Если не принимать во внимание, насколько затратным будет поддержание такого прохода в течение длительного времени, то, если произойдет приток духовной ци из Царства Бессмертных, это будет катастрофой для всего нашего мира, сказал Ин Чинцуань. Вы можете быть спокойны на этот счет, региональный монарх Инь. У нашего региона Сансары уже есть готовый план по созданию межпространственного прохода, и если мы все сможем прийти к согласию, то наш регион Сансары будет рад представить этот план на всеобщее обозрение. Ответил Хуан Фу Юй. Если у вас уже есть готовый план, то почему бы не раскрыть его сейчас? Как только мы с региональным монархом Сяо его увидим, наши сомнения рассеются, и мы будем более открыты и восприимчивы к позиции вашего региона Сансары по этому вопросу. Усмехнулся Ин Чинцуань. Это тщательно охраняемый секрет нашего региона Сансары, и даже в нашем регионе об этом мало кто знает. Поэтому, пока наши 3 региона не придут к единому мнению, я не буду разглашать никакую информацию. Стоически ответил Хуан Фу Юй. Если вы будете продолжать в том же духе, споры могут длиться веками, не приводя к какому-либо решению. Я думаю, что нашим главным приоритетом должно быть устранение разногласий, существующих в нашем Сером Царстве. Что касается нашей позиции по отношению к Бессмертному Царству, то, я думаю, эту тему можно обсудить в другой раз, с улыбкой предложил Сяо Буе. Я думаю, это хорошее предложение, правитель региона Сяо. Без колебаний ответил Ин Чинцуань. А вы что думаете, дворцовый мастер Хуан Фу? Я думаю, что, поступая так, мы лишь избегаем настоящей темы для разногласий, и в результате наши 3 региона будут объединены на поверхности, но на самом деле мы лишь сгладим углы, а не устраним их. Возразил Хуан Фу Юй, слегка нахмурив брови. В прошлом между регионами было много конфликтов, и хотя ни один из них не привел к серьезным жертвам, это все равно форма междоусобицы, которую следует устранить. Если наши 3 региона смогут объединиться в один, то никто не будет нападать на других, опасаясь возмездия со стороны 2 других регионов. Сказал Сяо Буе с улыбкой. Возможно, это и так, но даже если будет создан альянс, кто-то должен возглавить его.
Я уверен, что товарищ Даос Хуанфу не согласится позволить мне стать лидером Альянса, и точно так же я не хочу, чтобы эта роль досталась региону Сансары. Учитывая это, я думаю, что на данный момент было бы лучше, если бы лидером Альянса стал региональный монарх Сяа. Что касается того, изменится ли это в будущем, то это будет зависеть от результатов следующей конференции. Сказал Ин Чинцуань. Увидев это, Хуан Фу Юй мысленно вздохнул. В конечном счете главным бенефициаром этого конфликта стал Сяо Буе. Тем не менее, по крайней мере, была создана относительно стабильная обстановка. Без каких-либо махинаций со стороны адского региона регион Сансары сможет лучше сосредоточиться на своих планах. Более того, судя по реакции присутствующих монархов, многие регионы поддерживали позицию региона Сансары. Теперь, когда у региона Сансары было больше времени, чтобы завоевать более мелкие регионы, Хуан Фу Юй был уверен, что сможет одержать сокрушительную победу на следующей конференции. Помня об этом, Хуан Фу Юй кивнул и сказал: «Наш регион Сансары не возражает против этого предложения». Сяо Буе не стал оспаривать этот результат, улыбнувшись, сказал: «Для меня большая честь получить такую престижную должность, и я обязательно уйду в отставку, как только будет достигнут результат на следующей конференции». В свете такого исхода голосования на данный момент не требовалось, и Ин Чинцуань предложил: «В таком случае давайте определимся со временем проведения следующей конференции». Вскоре после этого конференция подошла к концу, и племена из регионов Сансары и Черной Веревки покинули район Падшего озера и направились к городским воротам Асуры. Среди длинной вереницы экипажей карета племени Сан-Мяа была довольно невзрачной, и в ней сидели Мяа-Сю и Мяа-Гаа. «Отец, как ты думаешь, эти трое были виноваты в том, что случилось в городе Асура?» — внезапно тихо спросил Мяа-Сю. Услышав это, Мяа-Гаа тут же сделал успокаивающий жест, а затем ответил по громкой связи: «Независимо от того, имеют ли они к этому какое-то отношение, никогда никому не упоминай об этих троих. Мы никогда их не встречали и не знаем об их существовании, ты поняла?» Мяа-Сю кивнула в ответ, затем повернулась и задумчиво посмотрела в окно кареты. Тем временем Цзяо-сан стояла за перилами гигантской восьмиугольной повозки и со странным выражением лица смотрела на зону очищения душ. В этот момент Хуан Фу Юй вышел из кареты и спросил: «Что случилось, Цзючжэнь?» «Я не могу отделаться от ощущения, что вся эта конференция была очень странной, дядя Хуан Фу. Что могло произойти, чтобы вызвать такое резкое изменение в отношении адского племени?» — спросила Цзяо-сан, слегка нахмурив брови. «Я не знаю ответа на этот вопрос, но в любом случае результат для нас положительный», — ответил Хуан Фу Юй с улыбкой. «Мы подготовили все эти меры на случай, если Ин Чинцуань попытается что-то предпринять, но я рада, что все закончилось так мирно», — сказала Цзяо-сан с улыбкой. В смертоносных очистительных прудах проекция белой лисы гордо парила в небе, слегка задыхаясь. Неподалеку от него стоял духовный аватар Ин Чинцуаня, в груди которого зияла огромная дыра, почти расколовшая его тело надвое, а глаза были совершенно тусклыми и лишенными блеска. Проекция лисы холодно фыркнула и улетела обратно в глазницу Люци, а остатки духовного аватара Ин Чинцуаня рассеялись, превратившись в частицы полупрозрачного света. Лицо плачущей души, стоявшей рядом с Люци, было смертельно бледным, и она едва держалась на ногах. 4 музыкальных инструмента вокруг Люци превратились в 4 шара черного света, которые влетели обратно в ее тело, после чего она начала падать на землю, не в силах больше держаться на ногах. Полоса лазурного света пролетела над ней, и Ханьли появился рядом, озабоченно нахмурив брови. «Я в порядке, господин, просто я перенапрягла свою душу, так долго играя мелодию плачущей души», — заверила плачущая душа с натянутой улыбкой. Однако, услышав это, Ханьли совсем не успокоился. В этот момент плачущая душа была в ужасном состоянии. Ее лицо было совершенно бледным, а аура стала крайне слабой. Несмотря на то, что мелодия плачущей души прекратилась, ее аура с каждой секундой становилась все слабее. Хань Ли поднял руку, чтобы призвать несколько черных пилюль, которые тут же полетели в рот плачущей души. В то же время он наложил на ее тело несколько заклинательных печатей, чтобы помочь ей быстрее переварить пилюли. Над телом плачущей души появился слой черного света, но он не оказал особого эффекта. Увидев это, Хан Ли еще больше помрачнел и на мгновение растерялся, не зная, что делать. В этот момент Лю Ци повернулся к плачущей душе, и из его лба вырвался луч полупрозрачного света, который исчез в ее теле. Вокруг нее мгновенно появился слой полупрозрачного света, и к ее щекам быстро вернулся румянец, а аура тут же стабилизировалась. С помощью Хань Ли она смогла сесть, и ее аура быстро начала восстанавливаться, к большому облегчению Хань Ли. Как и ожидалось, силы предка Даа намного превосходили силы среднего зенита, такого как он сам. Лис 3 подлетел к Лю Ци с взволнованным выражением лица, но прежде чем он успел что-то сказать, Лю Ци с серьезным видом повернулся к Хань Ли и произнес: «Сейчас не время праздновать. Ин Чинцуань, скорее всего, уже в пути».
Теперь, когда ты преодолел свой пагубный упадок и достиг нефритового бессмертного тела, молнии в этих пагубных очищающих прудах больше не будут представлять для тебя большой угрозы. Немедленно войдите в последний пруд с золотой молнией, чтобы впитать его ауру, а затем разорвите последнюю цепь молний. Услышав это, Хань Ли повернулся к пруду с золотыми молниями и обнаружил, что он наполнен невероятно тонкими золотыми молниями, которые правильнее было бы назвать нитями. Эти золотистые молнии были невероятно яркими, и иногда они сливались, принимая самые разные формы, такие как шары, кольца или горы, что было очень впечатляюще. Кроме того, каждая отдельная молния испускала мощные колебания энергии, из-за которых окружающее пространство непрерывно дрожало. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился. Золотой пруд с молниями был явно намного мощнее серебряного пруда с молниями, и, хотя он был на пороге достижения стадии высокого зенита, он все еще не был уверен в своей способности выдержать такое суровое испытание. Однако, как и сказал Лю Ци, Ин Чин Цуань наверняка отреагирует на гибель своего духовного аватара, и неизвестно, когда появится враг, поэтому они должны были освободить Лю Ци как можно скорее. На лице Ши Чуанькуна появилось обеспокоенное выражение, когда он сказал: «Брат Ли, молния в золотом пруду с молниями чрезвычайно сильна. Ты уверен?» Прежде чем он успел закончить, Хань Ли вмешался: «Не волнуйтесь, товарищ Даос Ши. Тогда я буду на вашем попечении, старший Лю Ци». После этого он без колебаний прыгнул в пруд с золотой молнией. Глава 770. Эволюция. Как только Хань Ли вошел в пруд с золотыми молниями, все молнии внутри мгновенно начали яростно сверкать, сопровождаемые раскатами грома, и бесчисленные шары золотых молний сформировались, а затем в бешенстве устремились к нему со всех сторон. Хань Ли, естественно, не собирался просто так смириться со своей судьбой. В тот момент, когда он вошел в пруд с молниями, его тело мгновенно увеличилось в размерах, а на коже появился слой золотой чешуи. Сразу после этого все его тело озарилось золотыми молниями, наполнив весь зал ослепительным золотым сиянием. Увидев это, Лю Ци слегка прищурился и быстро произнес заклинание, затем схватил золотую цепь одним из своих хвостов и сильно потянул. Свет, исходящий от золотой цепи, мгновенно стал значительно ярче, когда над ее поверхностью появились дуги молний, притянувшие большую часть молний из пруда, чтобы ослабить давление на Хань Ли. В то же время он открыл рот, чтобы выпустить шар белого света, который тут же взорвался, разлетевшись во все стороны десятками белых лучей, исчезнувших во всех уголках зала. Узоры на гигантском массиве на земле быстро побелели, и каменные ворота у входа с грохотом захлопнулись. В мгновение эйка все узоры на стенах по всему залу загорелись, и внезапно зал словно отгородился от внешнего мира, превратившись в отдельное пространство. «Это владение Сюми!» — воскликнул Ши Чуанькун. Лю Ци только что применил пространственную секретную технику, способную полностью изолировать место от внешнего мира. Если кто-то посторонний захочет войти в это пространство, ему останется только полностью его уничтожить. Ши Чуанькун долго смотрел на Лю Ци, а затем внезапно подлетел к пруду с серебряными молниями. «Что ты делаешь, брат Ши?» — поспешно спросил Ли Стри. «Вредная ци в моем теле еще не полностью уничтожена, поэтому я собираюсь продолжить очищение от нее», — ответил Ши Чуанькун с улыбкой. Вы видели силу серебряного массива молний, даже товарищу Даосу Ли едва удалось выжить. Вместо того, чтобы так сильно рисковать сейчас, вам следует подождать, пока патриарх Лю Ци полностью освободится. Посоветовал Ли Стри, слегка нахмурив брови. Сейчас ситуация снаружи постоянно меняется, и враги могут появиться в любой момент, поэтому я не могу больше медлить. Спасибо за заботу, брат Ли Стри, но я должен войти в этот пруд с молниями, даже если мне там суждено умереть, решительно ответил Ши Чуанькун и прыгнул в пруд с серебряными молниями, прежде чем Ли Стри успел что-то сказать. Ли Стри смог лишь покачать головой, прежде чем перевести взгляд на пруд с золотыми молниями. Со временем золотая молния в пруду начала создавать различные предметы, такие как бусы из молний и кольца из молний, которые безжалостно атаковали Хань Ли. Несмотря на то, что физическое тело Хань Ли уже достигло стадии высшего зенита, он с трудом выдерживал натиск, его кожа стала ярко-красной, а все тело покрылось бесчисленными крошечными кровоточащими ранами, которые заживали так же быстро, как и появлялись. Глаза Хань Ли были плотно закрыты, и он оставался совершенно неподвижным в пруду с золотыми молниями, но на его лбу вздулись вены, а все мышцы непрерывно сокращались. Было ясно, что он терпел неописуемую боль, но в то же время он использовал искусство происхождения Великого Небесного Цикла, чтобы защитить свои внутренние органы. Пережив 3 предыдущих столкновения с прудами молний, он уже знал о них многое, и это позволило ему поглощать ауру пруда молний быстрее, чем раньше. В тот момент время было на исходе, и он должен был как можно быстрее поглотить ауру золотого пруда с молниями, а затем разорвать золотую цепь. Вскоре золотым молниям удалось пробить защиту его кожи, и они тут же проникли в его тело, разрушая плоть и меридианы.
Силы закона молнии, заключенные в дугах молний, также быстро распространились по его телу, вызвав оцепенение, которое полностью обездвижило его и лишило возможности контролировать циркуляцию своей бессмертной духовной силы. Хань Ли, естественно, был очень встревожен таким развитием событий. Поскольку и его тело, и его бессмертная духовная сила были неподвижны, он потерял способность покидать пруд с молниями. В его сердце быстро вспыхнул гнев, и он был в ярости от того, что Люций не предупредил его об этом заранее. Проведя здесь так много времени, Хань Ли был уверен, что Люций знал, что это произойдет. Однако сейчас было не время указывать на кого-то пальцем, и Хань Ли был вынужден сосредоточить все свои усилия на сопротивлении притоку сил закона молнии. Однако эти силы закона молнии были чрезвычайно могущественны и волнами накатывали на его тело, усиливая ощущение онемения. Всплеск силы закона также проник в его разум и окутал его душу, заставив его божественное чувство также замереть. После смерти Ингуа адский жук в его душе оставался совершенно неподвижным, как будто он погиб, но перед лицом этого притока сил закона он внезапно начал яростно сопротивляться, издавая мучительные крики. В то же время он отчаянно пытался проникнуть глубже в душу Хань Ли, чтобы спастись от сил закона молнии, но было уже слишком поздно, и золотые руны молнии уже начали распространяться по его телу. Адский жук души внезапно начал быстро увеличиваться в размерах, после чего с глухим стуком взорвался облаком черной ци. Душа Хань Ли содрогнулась от ужаса, и на мгновение он потерял сознание, но потрясение было не таким сильным, и благодаря своему невероятному божественному чувству он смог быстро прийти в себя. Адский жук в его душе всегда вызывал у него беспокойство. Возможно, теперь, когда Ингуа мертв, он ничего не сможет сделать, но в конечном счете, конечно, было бы неплохо избавиться от такой потенциальной угрозы в своей душе, и его уничтожение принесло некоторое облегчение. Однако его облегчение быстро сменилось беспокойством, когда сила его искусства происхождения Великого Небесного Цикла была быстро поглощена потоком сил закона молнии, после чего силы закона молнии начали проникать в его внутренние органы. Хань Ли приглушенно застонал, когда из уголка его рта потекла кровь, и как раз в тот момент, когда он собирался принять решительные меры, 72 лазурных мечей бамбуковых облаков в его дантяне внезапно слегка зашевелились, а затем начали поглощать всю поступающую силу закона молнии. Увидев это, Хань Ли слегка запнулся, а затем в его глазах появился проблеск радости. Он не знал, почему это происходит, но сила молнии в его дантяне ослабла, что позволило ему восстановить контроль над бессмертной духовной силой. Он уже собирался направить свою бессмертную духовную силу, чтобы попытаться защититься от окружавших его молний, когда 72 меча внезапно вылетели из его дантяня и начали кружить вокруг него. Сделав это, они начали быстро поглощать силы закона молнии в пруду с молниями, делая это с большим рвением и нетерпением. Вокруг мечей начали появляться бесчисленные крошечные золотые руны в виде молний, и они испускали колебания энергии закона молнии, из-за которых пространство вокруг непрерывно гудело и дрожало. Тем временем силы закона молнии в теле Хань Ли быстро угасали, как и оцепенение, которое сковывало его все это время. Увидев это, он еще больше воодушевился, и в его взгляде появился намек на возбуждение. Лазурные мечи бамбуковых облаков были его сокровищем, поэтому он имел с ними очень тесную духовную связь, и в этот момент он чувствовал, что мечи эволюционируют, поглощая силу молнии в этом пруду. Поглотив столько эссенции меча в бессмертном поместье адского льда, набор мечей был наделен огромной духовной силой, и каждый из них по мощи не уступал большинству бессмертных сокровищ. Однако в них не было силы закона, поэтому они выглядели довольно заурядно по сравнению с некоторыми бессмертными сокровищами, но, похоже, они наконец-то были готовы совершить скачок и сами стать бессмертными сокровищами. Хань Ли подавил волнение в своем сердце и снова направил силу происхождения Великого Небесного Цикла на защиту собственного тела, отражая окружающие его золотые молнии и внимательно наблюдая за своими мечами. Это были его сокровища, и он должен был быть абсолютно уверен, что с ними ничего не случится. На лице Лиса 3 появилось удивление, когда он увидел, что происходит в пруду с золотой молнией, и Люци тоже с любопытством посмотрел на Хань Ли. 72 меча быстро кружили вокруг Хань Ли, и руны закона молнии вокруг них стремительно увеличивались в размерах, в то время как испускаемые ими силы закона становились все более грозными. Сами летающие мечи также быстро увеличивались в размерах, уже достигнув нескольких десятков футов в длину, и напоминали 72 акулы, которые радостно плавали в пруду молний, поглощая силу закона молний, словно 72 бездонные ямы. Хань Ли совсем не удивился, увидев это. Он знал, что сила закона, заключенная в бессмертном сокровище, связана с материалами, использованными для его создания, духовной силой, которую оно содержит, и степенью его развития. Если бессмертное сокровище было создано из некачественных материалов или обладало неподходящими свойствами, то велика была вероятность того, что оно может сломаться во время вливания силы закона. Для изготовления этих мечей были использованы исключительные материалы, и они также обладали огромной духовной силой. Кроме того, все это время они либо находились в теле Хань Ли, либо в глубокой небесной тыкве,
И, естественно, при такой прочной основе они могли содержать в себе огромное количество сил закона. Все это время он воздерживался от превращения этих летающих мечей в настоящие бессмертные сокровища, поскольку не мог найти источник силы закона, достаточный для этого процесса, но теперь такая возможность ему представилась. Друзья, эти главы, когда самый непробиваемый враг падает не от удара снаружи, а от огня, который сам же и проглотил. Инь-Гуа оказался абсолютной стеной. Его губительная ци сводила на нет любую лобовую атаку. Но Хань Ли не стал биться об эту стену. Серебряный огненный ворон, укрытый внутри еще до битвы, вырвался прямо из ядра противника, где внешняя защита попросту не успела выстроить барьер. Пламя ворона оказалось естественным врагом губительной ци, и колоссальный разрыв в уровнях культивации не спас того, кто сам впустил угрозу в себя. Гибель Инь-Гуа ударила волной далеко за пределы поля боя. Духовный аватар Ин Чин Цуаня получил мощнейший откат прямо посреди конференции Серого Царства. И именно в этот миг замешательства противники срывают голосование о вторжении в Царство Бессмертных. Им не нужна война.